Приветствую вас на канале Гаражный Бездельник. Бойка высокого давления. Вот такая вот. Bosch. Закапризничала что-то. То есть работать она работает. Воду подает. Но когда отпускаешь клавишу на пистолете и расход воды прекращается, электромотор как работал, так и работает. Что-то его не выключает. Будем разбирать, смотреть, что там внутри. Корпус собран на 6 винтах-саморезах. 1, 2, 3, 4. И еще 2 винта скрытые. Они вот там под ручкой. Вот здесь вот находятся. Чтобы их добыть, нужно ручку перевернуть. Повернуть вот в такое положение. И отверточкой вот здесь вот эту ручку выковырять. То есть вот по этим вот пазам ручка выйдет. Да, вот эти вот пазы. И там освободится 2 винта самореза. Разобрали корпус. Сам механизм выглядит у нас вот так вот. Вот это значит входящий патрубок воды через фильтр. А вот это у нас напорный патрубок. У нас электромоторчик не выключается в тот момент, когда расход воды прекращается, клавишу на пистолете отпустил. То есть возникло в напорном патрубке максимальное давление. В этот момент двигатель должен выключиться. Выключиться, конечно же, электрическим путем. То есть вот у нас электрический блок. То есть, по идее, здесь создается давление максимальное, и в этот момент электрическим путем он должен его выключить. Что, снимаем эту крышку, смотрим, проверяем. Вот такое устройство. Вот такая клавиша. Значит, здесь у нас датчик давления. То есть здесь вот возникает давление. Здесь датчик давления, видимо, там манжета с пружиной. И вон там шток. Вот тут шток, видимо, он должен вылезти. И через этот белый сухарик нажать вот на этот микровыключатель. И тогда электричество прервется. Электрическая цепь прервется. Ну что ж. Есть подозрение вот на этот микровыключатель. Проверим его. На двигатель идет 2 вот этих провода. Один с выключателя, с ручного, и один вот с этого микровыключателя. Я хочу сейчас отсоединить один провод от двигателя, который идет от выключателя, чтобы он у нас не запустился. И проверим, есть ли напряжение на микрике. Воткнул вилку в розетку. Включил вот этот выключатель, что типа двигатель должен работать, да? Но предварительно скинув вот эту клемму с двигателя. Так, теперь входящий провод в микрик должен быть под напругой. Видно? Если этого не происходит, то переверните вилку в розетке. Второй провод с микрика тоже есть. Но это значит, что двигатель в этом положении работает. Это и правильно, потому что у нас нет давления вот в этом корпусе. И, то есть, когда давление возникнет, вот этот у нас шток надавит вот на этот сухарик, и он нажмет вот на этот выключатель. Так, сухарик пока удалим.
нужно нажать на... Значит, в таком положении, по идее, только после микровыключателя быть не должно. То есть сейчас он есть в обоих вариантах, на обоих контактах. После нажатия должен быть только на входящем контакте. На выходящем быть не должно. Нажал подручными средствами на клавишу микрика. Проверяем теперь. Здесь ток есть. Видно? Здесь тока нет. То есть микрик отключил эту цепь. Значит, он исправен. Если микрик исправен, значит, что-то на него не нажимает. Значит, механическая часть. Вот этот сухарик. То есть вот этот вот шток нажимает на этот сухарь. Ну, здесь плоскость, в принципе, немножко сточена, но вроде вполне адекватная. Ну что, теперь под подозрением этот датчик. Снимаем, разбираем, смотрим. Может быть, просто от грязной воды закоксовалось. Там, в принципе, только мембрана и пружина, и все. Там ломаться-то нечему. Мембрана от давления пошла вверх вместе со штоком, преодолевая усилие пружины. Нажали на сухарик, нажали на микрик. Все. Разбираем, смотрим. Снимем входящий патрубок. Вот для него стопорная скоба. Снимем электрическую часть вот здесь вот на двух саморезах. И снимем сам блок клапанов. Сняли блок клапанов. Вот так это выглядит. Вот этот клапан здесь находится, который под подозрением. Вот здесь резьбовая часть. Будем выкручивать. Это у нас патрубок для забора пены. Это у нас входящий патрубок. Это напорный. Здесь вот сюда поступает, забирает воду. Вот отсюда, из этих трех, выталкивает воду. Вот она, поршневая группа. Вот они там, поршня. Удивительно, все собрано без каких-либо прокладок. Ну что ж, освобождаем, выкручиваем вот этот клапан. Все чисто. Накипели от грязной воды? Нет. Клапан двигается. Ни грязи, ни ржавчины. Все прелестно. В чем проблема, пока непонятно. Побрызгаем смазочкой силиконовой. Здесь не знаю, есть смысл брызгать или нет. Здесь внутри тоже все чисто. Ну хорошо, собираем. Поставил все на место. Электрическую часть. Контакт от мотора вернул обратно. И сухарик вот этот тоже сбрызну силиконовой смазкой. Вдруг он у нас плохо двигался. Собрали, подключили воду. Пробуем запускать.
предварительно выпустив воздух, нажав клавишу. Выключаться. А до этого не выключался. Все работает. Это радует. А до этого, когда подачу воды прекращаешь, двигатель все равно не умолкал, работал. И что это было, совершенно непонятно. Ну, керосиновый ремонт помог. Разобрали, собрали, все заработало. Может, клапанок этот подзакис, может, сухарик этот белый подзакис. Непонятно. Ну, работает и ладно. Всем пока. Кому помогло или было полезным, ставьте лайк.